Здравствуйте! Сегодня на обзоре регулируемый блок питания. Данные блоки преобразовывают переменный ток сети в постоянный ток от 3 до 24 вольт. Этого диапазона хватит, чтобы запитать практически любой прибор постоянного тока в доме или зарядить почти любой аккумулятор. Конечно же, сюда входят сборки литиевых аккумуляторов 18650 от 1 до 5 банок. Да, здесь нету фазы предзаряда или ограничения по току, но если очень нужно, то можно. Всегда можно использовать какие-нибудь переходники, гнезда типа мама или просто отрезать провод, чтобы подключить прибор с самой хитрой резьбой. Можно заряжать шуруповерты, мобильные телефоны, питать приемники, инструменты, двигатели, светодиодные ленты и так далее. За мою недолгую карьеру блогера уже попались особо нежные личности, которые говорят банальные, но при этом верные вещи. Всегда лучше использовать блоки, которые положил производитель агрегата, а ремонтировать или покупать новые только в специализированных сервисах и магазинах. Но мы-то с вами тут не за этим. Мои ролики для тех, кто в случае чего готов ради сэкономленной тысячи взять на себя ответственность за свои действия и производственную культуру китайцев. Это примерно 90% мужского населения постсоветских государств. За женское население в данном случае я не скажу, оно менее склонно к риску, да и не должно решать вот такие вот вопросы. Короче, будьте внимательны, вдумчивы и осторожны, а я постараюсь донести основные правила и нюансы применения этих блоков. Описание и характеристики. Входное напряжение данных блоков от 100 до 240 вольт при частоте 50 или 60 Гц. Именно этот блок дает на выходе постоянный ток от 3 до 24 вольт при максимальном токе 5 ампер. Есть шнур высоковольтной трассы со стандартной вилкой на конце. Длина шнура 900 мм. Есть шнур низковольтной трассы со стандартным штекером 5,5 на 2,5 мм на конце. Плюс внутри, минус снаружи. Длина 92 см. Габариты самого блока 134 на 52 и на 36 мм. Общая длина от розетки до вашего девайса примерно 193 см. Ну или как натянете. На борту удобный индикатор напряжения точностью до 0,1 вольта. Реагирует на изменения с заметным опозданием. Данной ручкой, как уже понятно, регулируется напряжение. В крайнем положении крутилка выключает прибор. Есть шкала, на которой примерно можно определить напряжение заранее. Но начиная примерно с этого положения, обороты уже никак не влияют на напряжение выходное. На корпусе есть ушки, которые позволят быстро и удобно закрепить блок в нужных местах без лишней самодеятельности. Сзади указаны характеристики и различные проклятия тем, кто задумает его разбирать, использовать с поврежденной изоляцией или устанавливать вне помещения. Поставляется прибор в такой плотной и приятной коробочке, остается только ленточкой перевязать. Этот блок из тех подарков, которых много не бывает. Правда, и подходит он далеко не всем. Есть и другие варианты прибора. Это блок 3,24 вольта при максимальном токе 3 ампера. Внешне они идентичны. Есть блоки 3,24 вольта при максимальном токе 1 ампер. Габариты скромнее. 85 на 49 на 50 мм. Индикатора нет, можно поставить самому. Этот блок на выходе дает от 3 до 12 вольт при максимальном токе 2 ампера. Внешне похож на предыдущий. Особенности применения. Сначала банальщина, которая известна большинству. Если на приборе, который вы хотите запитать или зарядить, написано 12 вольт, то питать его можно строго 12 вольтами. Чуть ниже не так страшно, нежели чуть выше. Если напряжение будет выше, есть две крайности. Одна крайность, а он стал работать громче. Вторая крайность — это 20 лет назад сгорел родной мой дом. А скорее всего подключаемый прибор громко коротнет, либо быстро перегреется и тихо сгорит. Если на подключаемом приборе написано 2 ампера, это значит, что запитывать его нужно блоком питания от 2 ампер и выше. Чем выше, тем легче будет блоку и комфортнее прибору. Прибор возьмет не больше, чем ему требуется, если он сделан качественно. Резерв и производственную культуру никто не отменял. И, кстати, сама коробочка ничем не пахнет. А вот уже провода пахнут тем самым. Если ток потребления будет выше и, к сожалению, в большинстве случаев равен току, указанному на блоке питания, он будет работать на износ, греться, а потом сгорит, к счастью, обычно не буквально. Это в кавычках «потом» будет зависеть напрямую от уровня перегруза. Чем выше перегруз, тем это самое «потом» наступит раньше. Не жадничайте, следите за нагревом, устанавливайте вот такие вот термореле. Они отключат блок в случае перегрева. Скажем, при температуре 60 градусов блоку питания уже лучше отдохнуть. Для продвинутых эстетов можно насверлить отверстие в корпусе, чтобы блок дышал. И это кроме шуток. Небольшой коминг-аут. Такая доработка позволит лампочке прожить значительно дольше положенного срока. То же самое касается и любого прибора, который испытывает нагрев. Хорошая вентиляция позволяет всегда снизить внутреннюю температуру, а меньшая температура способствует продлению срока службы.
Наберем 200 лайков, и я сделаю обзор на свое освещение. Это будет нечто. Забавно, вы можете подключить прибор зимой с минимальным запасом потоку, когда в доме температура 18 градусов тепла, а летом уже в 35 градусов блок питания почему-то помрет. По факту в этих блоках защиты от перегрузки нет. И про любую китайскую защиту можно сказать примерно то же самое. Если она есть, нельзя ей злоупотреблять. Идеально продублировать надежными дедовскими средствами. Звучит грустно, но есть и позитивная сторона. Китайские подделки тем и примечательны, что купив такую и вложив немного знаний, труда и денежков, из любого товара можно сделать достойный и надежный агрегат за очень скромную сумму. Главное знать, что перепаять и где просверлить. Вообще здесь все просто. Берете нужный блок по мощности, выставляете нужное напряжение. Плюс к плюсу, минус к минусу. Берем прибор. Это зарядное устройство для литиевых аккумуляторов Литокала. Так, здесь у нас написано, напряжение должно быть 12 вольт. То есть устанавливаем строго 12 вольт. Плюс-минус 5%. 2 ампера. У нас здесь блок на 5 ампер. Соответственно, можно использовать блок на 3 ампера. На 2 уже не рекомендую. Все, пошло напряжение, все работает, все заряжает. Эксперименты! Всегда хотел проверить, насколько ток соответствует указанному на приборе. Включим различные нагрузки на разных напряжениях. Потребляемый ток будем контролировать по мультиметру. В качестве нагрузки будем использовать такую светодиодную фитоленту. 5 метров катушки. Здесь у нас выходит минус, черненькая. Тут перед включением настроим нужное нам напряжение. Включаем блок. Здесь примерно 11 стоит и 5. Добавим до 12. И подключим уже плюсовой конец. Лента зажглась. Потребление 2 ампера. Чуть-чуть увеличим напряжение. Поскольку я профессионал, могу себе позволить производить измерения китайским термометром, который предназначен для измерения температуры человека. Но тут есть такая кнопочка, которая позволяет измерять температуру уже неживой поверхности. На стол 24 градуса. У нас до сих пор хорошо топят батареи. Прибор, который не работал, тоже 24 градуса. На нашем приборе сейчас 30 градусов уже. И для интереса цоколь лампы 80 градусов. Засеку 5 минут и сравню разницу температуры. Вводим еще один прибор измерения, это ваттметр. Соответственно, здесь чуть меньше 30 Вт сейчас потребление. Если 13 умножить на 2, получается 26. Где-то у нас 4 Ватта потерялось. Это нормально. Прошло около 3 минут, делаем замер контрольный. 32 градуса. Температура стола по-прежнему 24. Температура ленты 38,5. Прошло около 5 минут. Те же 24. 33, 34. Но это не интересно, потому что прибор работает в полсилы. Однако у меня есть вторая катушка. Запитываем параллельно вторую катушку. Когда мы уменьшаем напряжение, соответственно, уменьшается и яркость. Когда мы увеличиваем напряжение, увеличивается потребление. Уже нехорошо, что я 15 вольт даю вместо 12 на ленту, но зато мы получили почти 5 ампер. Мощность у нас при этом 80 Вт, то есть это более 5 ампер. Блок заметно начал греться. Тоже сейчас начнем отсчет. 34 градуса, 37 градусов. Больше всего греется левая часть блока. Прошло 5 минут времени. 42 градуса. На этом приборе заметно видно, что немножко снизился у нас ток. Здесь у нас немножко упала мощность, потому что до этого она выходила до 80 Вт. То есть, по идее, блочок немножечко сбавил обороты сам. То есть там какая-то защита присутствует, но сильно на нее полагаться я бы вам не рекомендовал. Вот для него идеально не 10 метров светодиодной ленты, а примерно, наверное, метров 7 получается. Потому что вот так он у вас так работает, вот под током 5 ампер, лежит где-нибудь на подоконнике, солнышко выглянуло, нагрело еще там на 10 градусов ваш блок питания, а может на 15.
и он у вас вышел из строя. Следите за нагревом. Однако блок показал себя достойно. Он нам продемонстрировал все 5 ампер, которые нам обещал производитель. Нету какого-то жесткого перегрева. 42 или даже 48 градусов — это не такая уж большая температура для приборов. Конечно, внутри там все погорячее, эта температура нормальная. Остальные блоки так испытывать я смысла особого не вижу, потому что они все от того же производителя. И раз уж все мы здесь собрались, давайте посмотрим, как он будет реагировать на короткое замыкание. Включаем вольт на 12 и смотрим, что получится. То есть кратковременные короткие замыкания ему не страшны. Блок по-прежнему работоспособен. Попробуем замкнуть через наш амперметр. Там он типа 20 ампер выдерживает. Посмотрим, что у нас будет. Замыкаем. Да, в течение долгого времени идет огромный ток через прибор. Ничего хорошего. Долговременное короткое замыкание он не выдержит и сгорит. Проверяем работоспособность. Да, прибор живой. Это очень хорошо. У меня аж ладошки вспотели. Это убыток был бы. И если все-таки он выйдет из строя, то есть хорошая новость. Корпус у данного устройства условно разборный. То есть все склеено, конечно, и запаяно. Но эта мелочь не может нас остановить. Пару ударов ножом, и можно посмотреть, из чего этот блок состоит. У меня есть один несчастный. Он был у нас на 1 ампер, а насиловали его на все 2. Защелки я ему уже выбивал. Не думайте, что это так просто. Эта пимпочка снимается. Я бы с удовольствием рассказал вам про схемотехнику или особенности используемого шим-контроллера, перерисовал бы схему и даже расплавил бы в кислоте пару чипов. Однако у меня лапки, и я просто покрутил ее перед камерой, отметив добротность пайки компонентов. Это недорогой и простой прибор, который организует вам любое напряжение для питания широкого спектра приборов. Больше не придется искать уникальный блок питания, покрутите ручку и получите любое напряжение. Говорить конкретные цены в нашей стабильности – дело неблагодарное. А на те скрины, которые я выкладывал раньше в конце ролика, очень скоро можно будет смотреть с теми же чувствами, что и на фотографии банковских табло в 2014 году. Однако самый навороченный блок питания, то есть на 5 ампер, вполне впишется в бюджет посиделки на балконом с пивасиком, сухариками и сигаретами на 2 персоны. Кому что, как говорится. Эти блоки и многие другие товары есть в моих профилях Авито, ссылка в описании. Также есть ссылки на эти товары на Алиэкспресс. Цены держу схожие, так что можно не ждать неделями или даже месяцами доставки. Есть самовывоз в СПБ, отправляю в регионы. Я планирую продолжать размещать обзоры на интересные товары, так что подписывайтесь. Спасибо за просмотр и удачи!